Долгожданная вторая часть по созданию огромной столешницы из эпоксидки. 100 квадратных квадратиков, неподъемная столешница и достойный финальный результат. Все это в небольшом ролике. Приятного просмотра. Итак, это вторая часть по изготовлению огромной столешницы из горного тополя, эпоксидки и кофе. Как вы помните, в прошлой серии мы залили смолой спил горного тополя и композицию из кофе, чашек и турки. Прошла неделя и можно снимать опалубку. Чем я и занят. Как вы видите, скотч на фанере работает отлично. И опалубка разбирается без проблем. В итоге по проекту столешница должна получиться толщиной в 5 сантиметров. Именно на такую высоту и залита смола, с небольшим запасом. А все, что выступает выше, можно смело убирать, то есть калибровать на ЧПУ. Выглядит это так: проход за проходом, миллиметр за миллиметром. Главное тут не наткнуться на турку или кружку, залитую в смолу, иначе фреза может обидеться. Кстати, все фрезы и подручный инструмент, которым пользуюсь у станка, я аккуратно разместил вот на такой системе хранения. В ближайших выпусках сделаю подробный обзор, так как планирую разместить такие модули хранения возле каждого станка. А тем временем столешница откалибрована, и мы вырезаем небольшую нишу под раковину. Длины фрезы немного не хватило, поэтому дорезаем лобзиком. Следующим этапом хорошенько шлифуем столешницу, начиная со 120 и заканчивая 600 наждачкой, для того чтобы в дальнейшем покрыть ее финишным слоем глянцевого лака. После калибровки и шлифовки открылись новые поры, трещины и сучки, которые были недоступны при основной заливке. Их мы проливаем быстрым составом под названием Crystal Epoxy от Artline. После высыхания, конечно же, все, что останется на поверхности, тоже надо сошлифовать, что и было своевременно сделано. И уже теперь можно покрывать столешницу глянцевым лаком. Обычно я использую хорошие двухкомпонентные автомобильные лаки, и этот случай не исключение. Теперь осталось только отполировать лак, предварительно, конечно же, высушив его. Кстати, по поводу сушки. У меня есть для вас полезная информация. Скоро сезон отключения горячей воды и отопления. В ванной снова будет сыро и холодно. Или не будет, если поменять свой водяной полотенцесушитель на электрический полотенцесушитель французской компании Atlantic. Atlantic — это старые добрые европейские инженерные технологии. Производитель теплового оборудования номер 1 в Европе. Дизайн всех моделей разработан итальянским подразделением Atlantic. В любой, даже самой доступной модели Atlantic программатор и продвинутый набор режимов для максимально эффективного энергопотребления. Именно поэтому модели мощные, а затраты на электричество мизерные. Любая модель Atlantic работает еще и как обогреватель. У Atlantic самая выгодная цена за счет огромных масштабов производства. Европейский премиум-класс по цене в 5 раз дешевле, чем у других европейских производителей, даже в 2 раза дешевле российских полотенцесушителей. В общем, Atlantic — это эталонные дизайнерские европейские полотенцесушители. Модели от французского производителя, по ссылке в описании, а мы продолжаем. Пока столешница сохнет в покрасочной камере, а полотенца на крутых полотенцесушителях от Atlantic, мы занимаемся подстольем. Начнем с каркаса. Напиливаем металлопрофиль в нужный размер и под нужным углом. И так много-много раз.
Затем день работы со сваркой, и мы имеем вот такой каркас. Этот каркас я сперва грунтую, а затем крашу черной краской. Для того, чтобы отдекорировать лицевую сторону острова, мы отправляемся на лесопилку. И при помощи ленточной пилорамы из брусов добываем квадратные квадратики. Много квадратных квадратиков. Все эти квадраты будут лежать на фанере, которую я и крашу. На открашенную фанеру предварительно раскладываем композицию, для того чтобы четко разместить все квадраты в размер фанеры, а уже потом приклеиваем их на свои законные места. Когда силикон высох, можно покрывать все это дело лаком, в данном случае матовым лаком. Наконец, все составляющие готовы. Остается собрать все воедино и оценить результат. Жду ваше мнение в комментах. Спасибо за просмотр и добра от топора.